На инаугурацию Папы Льва XIV на площади Святого Петра в воскресенье соберется около 250 000 человек. На это масштабное дипломатическое событие съедутся все коронованные особы мира, главы государств, лидеры международных организаций. Важное значение имеет воскресная инаугурационная месса, на которой Папа Лев XIV произнесет проповедь, которая покажет, какую роль он будет исполнять для человечества. Но похоже, что это уже известно. Мир. Это первое слово, которое он произнес с балкона собора Святого Петра после своего избрания в прошлый четверг. Папа Лев XIV видит перед собой видение. Видение мира. Он видит мир, раздираемый конфликтами. Он чувствует боль украинского народа. Их страдания тяготят его сердце. Он полон решимости помочь. Мирный диалог вместо оружия, слова вместо выстрелов. В первые же дни своего понтификата Папа Лев XIV дал понять, что главной задачей его служения станет прекращение войны на Украине. Папа Лев XIV предложил Ватикан в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров. Он верит, что диалог – единственный путь к миру. Он пригласил лидеров Украины и России встретиться в этом священном месте. Он надеется, что они выберут путь мира. Ватикан – мощный символ мира. Он стоит маяком надежды в мире, часто окутанном тьмой. Это место, где враги могут встретиться как братья. Это место, где может процветать диалог. Предложение Папы Льва XIV – мужественный поступок. В мире, где лидеры чаще всего выбирают риторику силы, он предложил мирный диалог. Это свидетельство его непоколебимой веры в силу мира. Весь мир затаил дыхание. Прислушаются ли воюющие стороны к его призыву? Восторжествует ли мир? Святой престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть в глаза друг другу. Чтобы надежда вернулась. Чтобы люди снова поверили, что мир возможен. Сказал он во время своих первых аудиенций. Папа Лев XIV всецело предан диалогу. Папа не имеет армии, санкций или финансовых рычагов. Но у него есть голос, чтобы говорить от имени семей, потерявших близких, от имени пленных, не имеющих надежды, от имени детей, которых унесла война. Лев XIV верит, что даже в самой темной ситуации можно найти свет. Поэтому каждая попытка диалога – это шанс на чью-то спасенную жизнь. Он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял главу Украинской греко-католической церкви. Он также встречался с лидерами разных стран мира. Он призывает их работать вместе ради мира. Он верит, что каждый может сыграть свою роль в построении более мирного мира. Он призывает всех людей доброй воли присоединиться к нему в молитве. Он просит об их поддержке в его усилиях по прекращению конфликта в Украине. Папа подчеркивает, что будет делать все возможное, чтобы вернуть надежду тем, кто страдает. Пусть все пленные будут освобождены, и пусть дети вернутся к своим родителям. Папа Лев XIV понимает, что мир – это не просто отсутствие войны. Это состояние гармонии. Он построен на справедливости, любви и уважении ко всем. Он призывает к прекращению огня в Украине. Он хочет видеть конец насилию. Он хочет, чтобы все стороны собрались вместе в духе примирения. Подход Папы Льва XIV к миру глубоко укоренен в его вере. Папа Лев XIV делает ставку на силу человеческого достоинства и на силу веры. Он верит, что мир – это дар Божий. Это то, к чему мы должны стремиться вместе. Он черпает вдохновение в словах Иисуса. Он призывает всех людей быть миротворцами. Он напоминает нам, что все мы дети Божьи. Вера Папы Льва XIV дает ему надежду. Он верит, что даже в самые темные времена мир возможен. Он знает, что Бог с нами. Он верит, что Бог приведет нас к лучшему будущему.
Мир и надежда – это главная миссия Льва XIV. Мы живем во времена большой неопределенности и страха. Война и насилие, кажется, повсюду. Тем не менее, Папа Лев XIV напоминает нам, что надежда всегда есть. Он призывает нас никогда не отказываться от стремления к миру. Он призывает нас быть проводниками мира в нашей собственной жизни. Папа Лев XIV – маяк надежды в беспокойном мире. Этот уникальный мирный саммит, который, возможно, пройдет в этот торжественный день, даст возможность встретиться всем мировым лидерам в святом месте и решить проблемы, связанные с войной и насилием. «Оружие может и должно замолчать», — говорит Лев XIV. Его непоколебимая приверженность миру — вдохновение для всех нас. Пусть его усилия принесут плоды. Пусть мир воцарится в Украине и во всем мире, уставшем от войны.